Всем доброго времени суток! Вы на канале Ниццола, это канал о вязании, меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать вот такой интересный двухцветный узор. В источнике, где я нашла этот узор, он имеет название строчки. Так выглядит его лицевая сторона. Вот так выглядит узор с изнанки. На мой взгляд, этот узор хорошо используется для вязания разных изделий, как плечевых, так и аксессуаров. То есть можно вязать и свитер, и джемпер, а можно вязать и шапку, и варежки, снуд, шарф и так далее. Узор вяжется по принципу ленивого жаккарда. Чередуются цвета: 2 ряда одним цветом, 2 следующих ряда другим цветом. Раппорт узора состоит из 4 петель по горизонтали и 4 рядов по вертикали. Для своего образца я набирала количество петель следующим образом. Количество петель должно делиться без остатка на 4. Плюс добавила 2 петли для симметрии, чтобы одинаково как в начале, так и в конце выглядело полотно. И плюс еще 2 петли кромочные. Кромочные в своем образце я буду провязывать следующим образом. Первую снимаю не провязанной, последнюю провязываю изнаночной. Итак, давайте приступим к выполнению этого узора. Первый и второй ряд я буду вязать нитью кораллового оттенка. Третий и четвертый ряд я буду вязать нитью зеленого оттенка. В первом ряду первую кромочную снимаю не провязанной. Дальше следующие 2 петли я снимаю не провязанными на правую спицу, при этом рабочая нить идет за полотном. Следующие 2 петли я провязываю лицевыми. Это весь раппорт. Дальше все повторяем. 2 петли снимаю не провязанными, рабочая нить идет за работой. 2 петли провязываю лицевыми. И таким образом повторяю до конца ряда. В конце 2 петли для симметрии я их снимаю не провязанными на правую спицу, и рабочая нить идет за работой. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Первый ряд провязан. Поворачиваю работу на обратную сторону. Второй ряд я провязываю точно таким же образом. Кромочную петлю первую снимаю не провязанной. Дальше я вяжу 2 петли зеленого цвета. Я их снимаю не провязанными на правую спицу, и при этом рабочая нить идет за работой. Следующие 2 петли провязываю лицевыми. Это весь раппорт второго ряда. Дальше все повторяем. 2 петли снимаю на правую спицу не провязанными, рабочая нить идет за работой. 2 петли провязываю лицевыми. И таким образом повторяю до конца ряда. В конце перед кромочной 2 петли для симметрии я снимаю не провязанными на правую спицу, рабочая нить идет за работой. Перебрасываю рабочую нить перед полотном, располагаю ее и меняю цвет пряжи в конце. Последнюю кромочную я провяжу сейчас с нитью салатового цвета. Вот так. Второй ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на обратную сторону. Вяжу третий ряд. Первую кромочную снимаю не провязанной. Дальше 2 петли провязываю лицевыми. Следующие 2 петли я снимаю не провязанными на правую спицу, при этом рабочая нить идет за работой. Дальше все повторяем. 2 петли лицевые, 2 петли снимаю не провязанными, 2 петли лицевые, 2 петли снимаю не провязанными. И таким образом вяжу до конца третьего ряда. В конце третьего ряда 2 петли для симметрии полотна, я их провязываю лицевыми. И последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Третий ряд провязан до конца, я поворачиваю работу на обратную сторону. Вяжу четвертый ряд. Первую кромочную снимаю. Следующие 2 петли провязываю лицевыми. Следующие 2 петли снимаю не провязанными, рабочую нить держу за работой. Дальше все повторяем. 2 петли лицевые,
2 петли снимаю не провязанными, рабочая нить за работой. Опять повторяю, 2 петли лицевые, 2 петли снимаю не провязанными, рабочая нить за работой. И таким образом повторяю до конца этого ряда. В конце последние 2 петли я провязала для симметрии лицевыми. И перед тем, как провязать последнюю кромочную, я поменяю цвет, так как следующие 2 ряда у нас будут вязаться уже другим цветом. 4-й ряд провязан до конца, поворачиваю работу на обратную сторону. Итак, я с вами провязала 4 ряда, это весь раппорт в высоту. Дальше мы повторяем, начиная с 1-го ряда раппорта. Как вы видите, узор достаточно простой. Его можно использовать с легкостью для разных изделий. Надеюсь, вам видео понравилось. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Будет еще много новых интересных узоров. А на сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего. До новых встреч!